В этом выпуске расскажем о результатах чемпионата Германии, Италии, Украины, Испании и Франции. Кратко об итогах лидеров немецкой Бундеслиги. Две Боруссии спорили за третье место, однако пари выиграли дортмундцы 2-1. Мне показалось, что они выглядели в этом матче лучше, там была еще и перекладина. Победная серия команды Люсьена Фавра увеличилась до 5 матчей с учетом Лиги Чемпионов. Ларс Штиндель за последние 4 игры забил свой 5-й мяч. Интересно было узнать, что клуб из Мönchengladbach последний раз триумфовал над тезками из Дортмунда ровно 5 лет тому назад, здесь же 3-1. Бавария свое колоссальное преимущество воплотила только после перерыва, забив 2 мяча Аугсбургу. Можно вспомнить, как в первом круге в октябре этот же клуб отобрал очки у Мюнхена, сыграв на своем поле 2-2. Спустя месяц отличается Мюллер, который в последнее время больше сосредоточился на результативных передачах. 3 месяца Бавария не уступает во всех турнирах. Вольфсбург схлестнулся с другим участником Еврокубков Лейпцигом, но решил сэкономить силы. В матче был зафиксирован аномальный для Бундеслиги счет 0-0. Команды в третий раз пересекаются в сезоне. Последний раз в октябре Лейпциг побеждал 6-1. Отметим беспроигрышные серии команд. У Вольфсбурга из 9 матчей, у Лейпцига из 6. Еще один мега-матч по меркам немецкой лиги состоялся в Ливеркузене. Местная команда камня на камень не оставила от Айнтрахта 4-0. Предыдущий разгром Айнтрахт получил в прошлом месяце от дортмундской Боруссии 0-4. Паулиньо в этой игре забил больше, чем за весь сезон. Байер на протяжении 9 встреч не знает поражений, 8 побед и ничья. Остальные результаты: Падерборн уступил Кёльну 1-2, Герта Вердер 2-2, Фрайбург Унион 3-1, Шальке Хофенхайм 1-1, Майнц Фортуна 1-1. В этом поединке было второе удаление в этом туре. Расписание: 11 марта состоится перенесенная игра 21 тура между Мönchengladbachской Боруссией и Кёльном. 13 числа стартует 26-й тур матчем аутсайдеров Фортуны и Падерборна. На следующий день состоится львиная доля игр: Боруссия, Дортмунд, Шальке, Лейпциг, Фрайбург, Хофенхайм, Герта, Кёльн, Майнц, Унион, Бавария. Воскресенье: Айнтрахт, Боруссия, Мönchengladbach и Аугсбург, Вольфсбург, бомбардиры и ассистенты. У Левандовски 25 голов, на 4 меньше у Вернера, у Санчо остается 14, Мюллер имеет 16 ассистов, у Санчо 15, у Нкунку 12. Таблица: Бавария наращивает отрыв от преследователей до 4 очков. На второе место теперь вместо Лейпцига вышла Боруссия Дортмунд. Байер на 4-й строчке, Мönchengladbach опустился на 5-ю. В зоне переходных матчей Фортуна, в зоне падения во вторую лигу Вердер и Падерборн. Чемпионат Украины. Шахтер вновь был на грани потери очков, но вырвал победу у Колоса 4-3. В первом круге в октябре счет был более убедительным 6-0. На чужом поле Шахтер выступает стабильно, проиграв в этом сезоне только 3 гостевые игры. Морайс за счет дубля увеличил свое лидерство в споре бомбардиров, которое посмотрим позже. У Колоса дублем отличился Вадим Милько. Александрия днем ранее уступила Динамо 1-3. За последние 4 официальные игры для команды это 3-е фиаско. Весь второй тайм Александрия была вынуждена выступать в 10. Остальные результаты: Ворскла Олимпик 1-0, Десна Заря 1-0, Львов Карпаты 0-0. Этот тур выделился не только большим количеством голов, но и огромным количеством красных карточек. В поединке Днепр-1 Мариуполь было 3 удаления в составе одной команды. Игру выиграл Днепр-1 с результатом 3-0. Бомбардиры и ассистенты: у Морайса становится 18 голов. Филиппов из Десны и Леднев из Зари поменялись местами, у них 12 и 11 голов соответственно. Тайсон лидирует в споре голеадоров. На его счету 7 передач, у Кочергина и Морайса по 6. Таблица: чемпионат переходит во вторую фазу, в которой первые 6 команд будут бороться между собой за Еврокубки. Это Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Александрия и Колос. Первые 5 команд были известны давно, а вот Колос присоединился только после этого тура. Следующие 6 клубов будут бороться за выживание. Места 7 по 12 заняли Днепр-1, Мариуполь, Ворскла, Львов, Олимпик и Карпаты. Расписание будет известно позже. В чемпионате Франции отменен матч между ПСЖ и Страсбуром, но особой интриги в таблице не возникло. Пробежимся по результатам ключевых игр. Главный преследователь парижан Марсель принимал вторую команду с конца Амьен и потерял на ровном месте очки 2-2. Выигрывая 2-0, Олимпик в конце пропустил 2 мяча. О какой же интриге может идти речь вверху таблицы? Вспомним, что в первом круге в октябре Амьен на своем поле вновь нажился на Марселе, выиграв 2-1. Лиль в центральной битве встречался с Лионом, матч завершился в пользу хозяев поля 1-0. Победитель данной игры в среднем забивает
забивает 1,25 гола за игру, а проигравший коллектив пропускает в среднем 1 мяч за тур. Лион прервал свою серию из 3 матчей без поражений в чемпионате страны. Монако в компенсированное время упускает очко в поединке с Ниццей. За несколько минут до решающего гола монегасские остались в меньшинстве, что, возможно, повлияло на психологическое состояние команды. Это первое поражение Монако за последний месяц, не помог даже им гол Бен Йеддера. Остальные результаты: Дижон Тулуза 2-1, Анже Нант 2-0, Мец Ним 2-1, Реймс Брест 1-0, Сент-Этьен Бордо сыграли в ничью 1-1, а Рен разгромил 5-0. Расписание: 13 марта в пятницу пройдет одна игра между Лионом и Реймсом, затем Монпелье примет Марсель, Нант Ним, Амьен Анже, Тулуза Мец, Брест Лиль, Страсбург Дижон. В воскресенье 15 марта Бордо Рен, Монако Сент-Этьен и ПСЖ завершит тур матчем с Ниццей. Бомбардиры и ассистенты: Бен Йеддер сравнялся с Мбаппе по голам, у футболистов по 18 мячей, у Дембеле 16, у Неймара и Осимена по 13. Среди ассистентов лидерство удерживает Ди Мария, 14 пасов, у Слимани имеется 8 передач. Таблица. Первая четверка выглядит следующим образом: с колоссальным отрывом лидирует ПСЖ, в 12 баллов соблюдает дистанцию Марсель. Напомню, что осталось играть еще 10 туров. Рен и Лиль разделяют всего лишь 1 балл. Лион и Монако имеют по 40 очков. Собственно, как и у Монпелье, все трое уступили в этом туре. В самом низу турнирной таблицы Ним, Амьен и безнадежная Тулуза. В чемпионате Италии продолжился 26-й тур, который начался еще на прошлой неделе. В нем сыграли уже на своем поле команды с севера страны. Допустим, Милан уступил Дженоа 1-2, обе команды не играли до этого 2 недели. Удивительно, но на поле Дженоа в первом круге победили также гости 2-1. В 4-й раз после перехода в Милан отличился Ибрагимович, но его клубу это не помогло впервые. Ювентус также без зрителей провел встречу с Интером, в котором одержал победу 2-0. Старая Синьора не проигрывает в личных встречах уже 3,5 года. Последняя фиаско от Интера состоялась в Кубке Италии в 2016 году. Одним из героев игры стал Рэмзи, на его счету гол плюс пас. Ювентус после этого матча увеличил свою победную серию на своем поле до 7 игр, в которых забил 20 голов и пропустил только 2. Остальные результаты: Парма Спал 0-1, Самдория Верона 2-1, Удинеза Фиорентина 0-0. Эти матчи состоялись на этих выходных, а вот на прошлой неделе, напомню, Лацио за счет победы над Болоньей взобрался на первую строчку в таблице. Наполи был сильнее Торино 2-1, Лечи потерпел крупное поражение от Аталанты 2-7. Кальяри и Рома забили 7 мячей на двоих, однако победа досталась римскому коллективу. 9 марта должен состояться заключительный матч этого тура между Сассуоло и Брешша. Расписание. Согласно последним данным, министр спорта Италии выступил с заявлением о приостановлении чемпионата серии А, но руководство лиги решило не прерывать сезон, матчи которого будут доиграны без зрителей. Итак, 27-й тур должен начаться 13 марта играми Вероны и Наполи, а также Болоньи и Ювентуса. На следующий день Спал примет Кальяри, Дженоа ожидает Парму, а Торино Удинеза. В воскресенье, если ничего не поменяется, увидим поединки Лечи и Милана, Фиорентины и Брешша, Аталанты и Лацио. Интер ждет Сассуоло, а Рома Самдорию, бомбардиры и ассистенты. Здесь ничего не поменялось. Но обновим в памяти, что Иммобили на первом месте, у него 27 мячей, у Роналдо на 6 мячей меньше. Лукаку отметился в этом чемпионате уже 17 раз. Альберто из Лацио возглавил список ассистентов. Он отдал 12 голевых передач. У Гомеса из Аталанты таких 10. Таблица. Ювентус вернулся на первое место, на 1 балл отстает Лацио. Интер стал выпадать из этой троицы. Правда, у этой команды имеется игра в резерве. Первую пятерку замыкает Аталанта и Рома. В Еврокубке также стремится Наполи и Милан. Борются за выживание Дженоа и Лечи. Самое худшее положение у Спала и Брешии. В чемпионате Испании завершен 27-й тур. Алавес спасся в матче с Валенсией 1-1. Клуб уже 2 года не уступает на своем поле в поединках с летучими мышами. Валенсия 5 матчей не может победить на выезде. 4 поражения и ничья. Еще одна ничья была зафиксирована в матче Атлетико и Севильи 2-2. Индейцы не проигрывают в различных лигах уже 6 игр к ряду. У Севильи точно такие же показатели. Все голы в этом матче пришлись на первую часть игры. Барселона с минимальным перевесом обыграла Реал Сосьедад, который прервал свое победное шествие из 6 выигрышей. За 9 минут до конца основного времени с пенальти в 19 раз в сезоне отличился Месси. Мадридский Реал уступил Бетису 1-2. За последний месяц для столичной команды это 4-е уже фиаско. Наметился кризис в стане Зидана. Оказывается, Бетис в этом сезоне заработал на Реале 4 очка. Вспомним, что и в последнем туре прошлого сезона Ла Лиги они также отобрали у Галактикос очки, победив в Мадриде со счетом 2-0. Бензема прервал свое двухмесячное голевое затишье. Среди всех иностранцев француз на 5-м месте по забитым голам. Лидируют в этом списке Месси и Роналду. А остальные результаты: Хетафе Сельта 0-0, беспроигрышная серия команды из Виго состояла
составила уже 6 матчей. Осасуна Эспаньол 1-0, Вальядолид Атлетик Бильбао 1-4, Леванте Гранада 1-1, Вильяреал Леганес 1-2, Эйбар Малорка также 1-2. Расписание: 10 марта перенесенная игра 24-го тура между Эйбаром и Реал Сосьедадом. 13 марта, пожалуйста, Реал Эйбар. 14-го Леганес Вальядолид, Валенсия Леванте. Далее Малорка Барса, Сельта Вильяреал. 15-го Эйбар Алавес, Реал Сосьедад Осасуна, Атлетик Бильбао, Атлетика Гранада, Хетафе, Севилья, Бетис. Произошли изменения у бомбардиров и ассистентов. Месси имеет 19 голов, у Бензема 14. Ряд игроков отличились по 11 раз. У Месси 12 голевых передач, у остальных 7 или меньше. Таблица. Барселона идет в отрыв. Дистанция от Реала составляет 2 очка. Между Севильей, Хетафе и Атлетико также 2 очка разницы. Внизу расположились Малорка, Леганес и Эспаньол. Рекомендую узнать, какие шансы на выход в следующую стадию у клубов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Надеюсь, что этот выпуск вам очень понравился и вы его оцените. Услышимся на спортивном в следующий раз.